Всем привет! Это Гагарин Шоу, и в рамках Гагарин Шоу постоянная рубрика «Ни о чем и обо всем». И мы сегодня, конечно же, как вы и просили, максимально серьезные новости будем для вас зачитывать. Как вы видите, мы подготовились, чтобы все было серьезно. Вы же пишете в комментариях, что вам не хватает серьезности. И как бы вот, пожалуйста, вуаля, как Бразилия, французы, батуки, Бразилия. И с вами бессменные ведущие Владимир Носов, Глеб Ушаков. Глеб пьет, я теперь не пью. У меня в стакане Red, мать его, отсутствуют рекламные контракты Bull. И, собственно, даже не курю, чтобы вы понимали, ребята, насколько все серьезно. Да, а все почему? Потому что биткоин корректируется. И денежек курить столько парламента, сколько я курю, уже не хватает немного. Человек выкуривает 4 пачки. 4 пачки, а теперь умножайте просто, если у вас есть математический склад ума. Ну что же, начнем. Закажем, может быть. Слушай, за хороший вечер. Что там происходит? Я начинаю заводиться, малая. Ну что же, друзья, делу время, а потехе час. Поехали. Поехали. А рыба настоящая? Да, походу. А можешь вот этот гонг сделать? Как что, где, когда? Я предлагаю выпить за Рио-де-Жанейро. Да, давай, за приезд, за прилет. Давай, что там? Внимание, первый вопрос. Что такое биткоин-миксеры? Это площадки для отбеливания биткоинов. Следующий вопрос. Короче, есть у биткоинов, которые были похищены или за которые была оплата по поводу убийства людей, кражи детей, я не знаю, и так далее. Ну, какие-то они вот грязные. И, типа, этот биткоин помечен как грязный. И Помечен где? AML У тебя в блокноте? офицером. В блокноте, да. Вот. Есть специальные системы, которые в мире на сегодняшний день отслеживают все биткоин-транзакции и кластеризируют их. И, соответственно, помечают как доверительные, которые пришли из понятных источников, от майнеров и так далее. То есть это чистые биткоины. Есть биткоины, которые были так или иначе замешаны в каких-то грязных операциях. Так вот, для того, чтобы этот биткоин отмыть, используются так называемые биткоин-миксеры. То есть, соответственно, туда заливается биткоин, там он миксуется, и, соответственно, на выходе вы получаете биткоин, у которого уже нету в этих системах, которые отслеживают транзакции вот этого грязного биткоина. И рискор понижается с 1 там, до 0,6, и его уже система пропускает. Ну, а там градация от 0 до 1. Где один очень грязный. Кстати, есть очень крутые ребята, которые выпустили как раз вот эту систему для отслеживания. Называется эта система Crystal. И, к слову, на WhiteBit встроили эту систему, и вы, соответственно, можете совершенно спокойно, зайдя в свой кабинет на WhiteBit, вбить адрес отправителя и проверить, какие биткоины оттуда придут. Это очень важно, потому что есть платформы, в том числе и наша платформа, которые вынуждены блокировать грязные биткоины, которые приходят из даркнета или из кошельков, которые были украдены. Поэтому для того, чтобы быть в безопасности, вы можете совершенно спокойно проверять свои транзакции и кошельки отправителя. Заранее. Вначале проверили, а потом сделали, а не наоборот. Стоит это $1, я куплю себе апельсинку потом. Буду здоровый. Это, знаете, вот это 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Что такое airdrop и баунти? Ну, О, баунти это Глеба тема. Баунти — это райское наслаждение, там все просто. А airdrop — это когда проект хочет себя популяризировать, он бесплатно раздает токены. Но он не может просто отправить на каждый адрес. И он, например, говорит всем юзерам биржи WhiteBit, я хочу начислить, например, там, не знаю, по 1 токену. Он обращается к нашей бирже и говорит, ребята, по одному мы говорим, это стоит столько-то. Он говорит, вот, пожалуйста, вам денежка. И мы нажимаем кнопочку, и оно раз одновременно всем юзерам начисляет по 1 токену это или коину этой штучки. А баунти, ну, конечно, райское наслаждение, это понятно, но
Это штука, когда вы выполняете какое-то задание, я не знаю, поставьте лайки, колокольчики. Кстати, поставьте лайки и колокольчики. Так давай объявим, может быть, баунти-компанию? Только давай не на 5000 догикоинов, я тебя прошу. Потому что вдруг это опять взлетит. Давайте, что, подписка на меня и на Вову в Инстаграм, Да. подписка на канал Гагарин Шоу, Да. и мы тогда даем 5 USDT на WhiteBit. USDT? Это несерьезно. Давай дадим 10 миллионов сейф Марса. Не, давай дадим рипла. Сколько? 5. Ну, $5. 5 риплов, да. Ну, это, кстати, много. Каждого. Да, если мы, кстати, заметим, что вы тупо фейкуете, то мы вам не дадим. Если подпишется бот, я ему еще и пи*** по IP дам. Вот, а потому что мы вас найдем. Мы вас найдем. Мы умеем вычислять по IP. Вот, так что, так, подписка на Гагарин Шоу, лайк на этот выпуск, подписка на Вову в Инстаграме, и лайк Вове под фотографией. На меня можете не подписываться. Правильно. Мне ничего интересного. Все условия по получению баунти будут в описании данного ролика. Ты как депутат. Все условия по ремонту дорог будут выполнены. Отвечаю! Что такое токен и в чем отличие между токеном и криптовалютой? Что? И коином, И правильно? коином. Ну, пока он ест, смотрите. У коина есть свой собственный блокчейн. Вы там можете зайти в Explorer, посмотреть, как монеты там функционируют и так далее, ходят куда-то туда-сюда. Например, возьмем эфир, Ethereum. Это вот коин. А если мы возьмем USDT, то это токен. То есть в сети эфира на его блокчейне есть... Что ты так смотришь? Слушаю тебя. Я думал, что я уже застеснялся как-то. Слушаю тебя. Вот они используют сеть эфира, но смежные адреса, но свой токен. Я просто наедаюсь фруктов, пока мы в Бразилии, потому что у нас 10 градусов и снег, походу, собирается летом выпасть. Ну да, наверное, непонятно, да, объяснил. Короче, у коина есть свой собственный блокчейн, а токен использует блокчейн коина. Все. Есть блокчейн, например, Давай Stellar, без примера. на нем есть токены. Есть блокчейн эфира, на нем есть токены. В целом все понятно. Смотрите, объясняю супер простым языком. Есть апельсин, а есть дольки. Коин – это хозяин квартиры, а токен – это тот который арендует квартиру. Понятно? Есть апельсин, а есть дольки. Так вот, апельсин – это коин, а дольки – это токены. Считаете ли вы, что криптовалюту нужно популяризировать? Или ей должна пользоваться только отдельная каста людей? Только отдельная каста людей, я считаю. Мы об этом говорим 40 выпусков, что только избранные могут пользоваться криптовалютой. Потому что люди, которые даже вопрос не могут почитать, ну, как бы это индейцы. Я считаю, нет. Понимаешь? Вов. Ну, как бы это не для тебя. Смотри, очень много людей в биткоин набьется, получается, он подорожает в цене. Ну, кому это надо? А зачем мне покупать биткоин дороже, если я могу его покупать дешевле? Ну, вот и все. Только для избранных, Вовчик. Тут все просто вообще. Какая тогда цель нашего шоу? Раздуплить тебя, чтобы ты такие вопросы не задавал. Конечно, мы хотим популяризировать масса adoption, чтобы Объясняю очень просто. одной кнопкой ты мог купить крипту, не зависел от регуляторов, Чтобы от была банков. официальная причина дома перед женой иметь такую возможность в четверг с пацанами бухануть до 3-4 часов утра. Что непонятно. Это правда. А вот официальная версия. Это и была официальная версия. За нее и выпьем. Слушай, мы сегодня, конечно, хищем как не в себя. Потому что объясню почему. Почему такая комбинация? Потому что если... А можно вот эту песню? Потому что если жене объяснить, что как бы мы по четвергам ходим в баню, например, тогда она в отместку скажет, что тоже как бы ей нужна какая-то история. Там типа, например, а мы с подружками там туда. На массаж мы А так идем. мы на работе, понимаете? Мы работаем. Для вас, дорогие наши подписатели. Или подписаны, как правильно? Даже те, кто на крысу смотрят, На крысу мы вас вообще. все равно любим. Ребята, ну реально, вот можешь нажать, просто взять и нажать.
Вы понимаете, мы хотим пробить эту отметку в 28 миллионов подписчиков уже завтра. Да, нам надо 10 пробить. Ребята, поднажмите в этом выпуске, я вас очень умоляю. Просто вот... Реально осталось 600 подписчиков до 10 косарей. 600, даже 500. Поднажмите, а? Если не в западло. И тут Шрека, вот катай Шрека, пожалуйста. Глеб подсказывает человеку по спецэффектам, что куда вставить. Не, что куда вставить, это в порнофильмах. Что такое ICO? О, братец, мы тебе это рассказывали уже много выпусков. ICO, Initial Coin Offering, это типа аналог IPO. То есть типа компания выпускает ценные бумаги, только она не выпускает ценные бумаги, она выпускает Надолго я токены. пойду руки помою пока что. Да, пусть его сходит. Короче, на самом деле идея крутая, но, к сожалению, 99,99999% ICO не то, что они были неуспешными, они собирали очень много денег, но люди, которые собирали деньги, они получили уже доход, они ни перед кем не ответственны, они никому не обязаны ничем, у них просто бабки в руках. И они вместо того, чтобы делать реально то, что они написали white paper, ну это типа описание проекта, они просто ничего не делают, они берут бабки, кладут в карман и уходят. Это было популярно в 2017 году. Люди, например, придумывают проекты. Ну, давайте расскажу. Вот самый надежный проект. Я объясню, почему они не работают. Вот, например, самый надежный проект. Проект в Швейцарии, строительство. Few hours later. Да, строительство. Вот я говорю, ребята, давайте построим торговый центр в центре Цюриха, и потом его продадим, и на этом заработаем деньги. Но у меня нет лишнего миллиарда, поэтому я этого не могу сделать. Давайте все соберем миллиард, и я это реализую. Я честный, максимально честный. Предположим, я собрал $1 миллиард. Предположим, я честно получил разрешение. Если ты миллиард соберешь, ты скоманешь сразу. Это естественно. Но предположим, что я максимально честный. Я объясняю, почему он не работает. Я покупаю землю. Вопрос. Какую землю, в каком районе и так далее. Кто это выбирает? Как мы будем строить, кто застрахует от рисков погодных условий и так далее. Когда мы его будем продавать и по какой цене. Как мы раздадим обратно эти все деньги. Да, может быть, вы скажете, есть смарт-контракт, по которому мы раздадим. Но, ребята, оно не работает. Поэтому все ICO, люди собирают деньги, но, к сожалению, обратно не возвращаются. Единственное, что будет работать, и это будущее за криптовалютой, это токенизация сектора реальной экономики. И вот это вот ты будущее. сейчас про ICO до сих пор рассказываешь? Да, все, Для тебя в поле понесло. Короче, Глеб на самом так деле... зарплату выдает. Смотри, я как бы сейчас начну приступать к процессу, в котором я начну пересчитывать деньги, но прежде чем я это начну делать, я начну их доставать из ящика. После того, как я их начну доставать из ящика, я на моменте задумаюсь, как эти деньги были заработаны, как тяжело кровью и потом они, значит, достигались и зарабатывались. Кстати, у меня есть одна история с моей тещей. И вот так вот человек сидит, как бы ему уже не хочется получать зарплату. Он уже говорит: Глеб, ну как бы можно я отойду на полчаса? И все, бабки остались в кассе. То есть это, смотрите, это просто профессиональная, как бы не быстро рассказывать историю. Не быстро рассказывать историю, это так. Ребята придумают какую-то липовую идею, получают у вас бабки, говорят: спасибо, пока, все. Да, Вкладывайте в ICO. Дальше. Yes, босс. Ты заикнулся, что за криптовалютой будущее. Но если криптовалюта — это будущее, почему никто не продвигает идею экологичности? Ведь со всех сторон только и слышно, что вредных выбросов от нее больше, чем от автомобилей в целых странах вместе взятых. А если посмотреть на реальные цифры, то окажется статистика совсем наоборот. То есть это манипуляция? Конечно, чистой воды. Так называемый ФАД. Для дорогих подписчиков, которые только пришли в крипторынок и с дрожащими ручками перелистывают... Сделать 3 секунды паузы, пусть они подпишутся сейчас, и тогда продолжай. Подписывайтесь. Да, и вот для тех новых участников рынка, которые пришли в рынок и судорожно листают новостные сводки с целью того, чтобы узнать, что будет дальше, я вам хочу еще раз, наверное, в 150-й раз повторить. Новости, запомните, новости всегда в цене. Когда новость вышла, значит, тот прайс, который вы видите, эту новость уже учел. Все дальнейшие движения, которые происходят, это уже ваши хомячьи судорожные телепания. Потому что умные деньги покупают не на новостях. Умные деньги покупают
локальное дно, потому что они знают, где оно, потому что они управляют этими потоками. Вот. После этого, соответственно, допустим, я супер большой кит. Илона Маска, ты можешь привести в пример? Вот например, я, например, Илон Маск. Вот. Я, например, соответственно... Егор Макс. Закупал достаточно длительный период времени. Никогда большие деньги не покупают сразу одним лотом, как вы это любите, на всю котлету. Ай, на! Беру! Да, беру. Всегда умные деньги покупают понемножечку. И вот это период накопления позиции. Вот. И, соответственно, после этого, значит, после того, как позиция набрана... Что такое набрана позиция? Набрана позиция, это значит, что тот портфель, который инвестор хотел сформировать, он его получил непосредственно. По чуть-чуть, вот. по чуть-чуть. После этого, соответственно, выходит какая-то новость о том, что, например, Илон Маск купил Dogecoin. Соответственно, я, как Илон Маск, в этот момент начинаю докупать Dogecoin активно для того, чтобы он летел в цене. Вместе со мной покупайте его вы. Соответственно, все в эйфорическом экстазе видят, что Dogecoin летит вверх, но в этот момент я, как Илон Маск, уже начинаю его продавать вам. То есть вы у меня покупаете, а я вам потихонечку продаю, так, чтобы не создавать лишнего давления на цену. Потихонечку вижу как бы свободный спрос и туда забрасываю те монетки, которые я купил в 10 раз дешевле, например. Вот, вы на радостях того, что Илон Маск в Dogecoin, он поддерживает наше движение. Начинайте продолжайте покупать, продолжайте, а я все продаю. Потому что вы же понимаете, что если все вот так вот отчаянно покупают, то, соответственно, никто не продает. Тогда цена, по идее, должна улететь в космос. Но при этом вы видите какие-то сопротивления. Причем при всем при этом незамысловатые в виде псевдотрейдеров вам показывают уровни, что вот на этом уровне цена держится. Покупатели здесь давят цену вниз. Нет, никаких уровней, ребята. Это все чистой воды манипуляции. Еще раз скажи прикол, когда цена типа осталась на месте, но объем вот такой вот. Просто в топочку да, туда. То есть просто вам потихонечку это все набрасывают в беленькие ручки. Вы как бы покупаете и верите в то, что вот Илон в ракете. Хотя Илон уже вышел из ракеты, когда вы начали эту новость читать, или она вышла в публичное поле. Вот так и устроены рынки. А с битточком что он сделал? Точно так же. Когда уже он дошел до пика, он говорит, стану в шорт. Когда он дошел до пика, мы узнали о том, что он купил биткоин. Точнее, не так. Первая свеча Маска началась с 38 тысяч. Все в эйфорическом экстазе начали, соответственно, покупать биткоин, потому что Илон Маск на часть свободного кэша компании Tesla на $1,5 миллиарда купил биткоин. Но эта новость вышла через 3 месяца после того, как Илон Маск реально его купил. По 10. Илон Маск его купил 31 декабря. 31 декабря. А новость вышла через 3 месяца. 10 он стоил или сколько? Ну, я не помню. Наверное, где-то в районе 10 тысяч. Да, по 38 он дал новость. Говорит, мало я заработаю, я дам новость, что он еще вырастет. Новость вышла для того, чтобы вы начали покупать активно, и его продажи не так видны были, да, там, в стаканах, как если бы, допустим, не набежала толпа, свежая кровь покупать. Свежая! Из Варкрафта вот эту нарезочку, пожалуйста. Да, и поэтому, да, поэтому вы получились таким небольшим пушечным мясочком. Вот, а когда он дошел до верха, он стал в шорт. И говорит, наверное, биткоин херня. И он полетел вниз. Нет, он вначале стал в шорт. А потом вышла новость о том, что биткоин Tesla не будет, скорее всего, поддерживать платежи в биткоинах, потому что это незаконно. Не экологично. Не экологично, да, потому что биткоин расходует слишком много энергии. Вот. Ну и, соответственно, вы все побежали продавать. Он, соответственно, не покупает, потому что это в его же интересах. Вот. И удачненько получился шорт с 58 тысяч до 29,5. До 30. Итак, Илон Маск заработал на биткоине. X2 просто пацаненок сделал. X2, и не надо никакие ракеты никуда запускать, никакие машины делать. Вы просто потеряли, а человек просто... Да, друзья, запомните, рынок это же не игра в одну калитку. Не бывает так, чтобы все были победителями. По-любому, если вы потеряли, кто-то заработал. И наоборот, если вы заработали, значит, кто-то потерял. И еще такая штучка. Ребят, вот представьте. Но вы должны учесть, что вы в этом всем мероприятии маленькие рыбешки. А где-то сидит дядя и вот так вот делает. По 58 берем. И вы такие, берем. Это ж, да. Такова вот цель-ави. Давайте предположим маленькую такую штучку. Смотрите, я хочу выпустить новость о том, что биткоин будет расти.
То есть я, как честный человек, вначале выпускаю новость, а потом иду покупать, да? Или как вы думаете? Ну, скорее всего. Наверное, ну, мы же все такие Нет, люди. ты такой проснулся с утра и думаешь, так, хочу, чтобы весь мир заработал. Да, биткоин будет Спасу расти. всех. И иду покупать биткоин. Может, я вначале куплю, а потом скажу, что он будет расти? Как вы думаете, ребят? Чуваки реально пишут и говорят, ну вот ты же видел, пост вышел. Надо брать. Что такое скам? Это ты. Скам. Скам — это вот ICO, в принципе. Вот что ICO говорят, мы будем сейчас реализовывать проект, все, они... Давай упростим. Скам — это кидалово. Кидалово, Просто да. называется скам. Это цыгане на рынке. Не в обиду этой нации, но... То есть я цыганин. Карафету на не рынке. понравится. Это обман, просто обман. Скам — это кидалово, другими словами. Это когда Ни больше, обещают- ни меньше. Что такое кидалово, вы знаете? МММ. Вам обещают 30%. Да не, МММ реальная схема. не, это была. нормальная Да не, схема. но МММ нормальная схема. Человек честный, Это с когда тебе математическим говорят, складом ума. вы знаете, мы, смотрите, вот я вам Ты сейчас покажу. объясняешь, что такое кидалово, просто чтобы я понял? Не, сейчас скам. Мы вам даем кейсы, смотрите, мы зарабатываем на ваших деньгах 30% в день. В день. Мы делаем 100, но мы хотим отдать вам просто 30%, хотим отдать вам. Вы вкидываете бабки и все. Это вот эти всевозможные чатики в телеграммах, в которых вы видите якобы 10 тысяч подписчиков, но это накрученные подписчики. И, соответственно, Пирамиды там в лучшем Понца. случае 50 человек, которые предлагают вам 500% прибыли за квартал. Вот это скам. Скам — это в основной своей массе всевозможные облачные майнинги. Скам — это всевозможные ICO и так далее. Скам — это 90% NFT на рынке на сегодняшний день. И так далее и тому подобное. Смотрите, скам — это кидалово. И сейчас очень удобное время для того, чтобы загримировать кидалово в красивой технологической упаковке. Потому что привычные сектора уже приелись, и люди как бы немножечко, да, поднатаскались. И их Раздуплились. Уже все, да, раздуплились, и их все сложнее там затаскивать во всякие МММ штуки. Вот. А вот здесь вот новый рынок, новые технологии. Разобраться очень сложно. Блокчейн, какие-то там цепи, какие-то там разные штуки, токены, коины, хэши, не хэши, эксплореры. Все это какой-то пи***ц максимальный. И тут приходит чувак и говорит: а я помогу тебе, брат. Ты хочешь ворваться в эту инновационную отрасль, я буду уже- твоим проводником. Мне уже не надо. У меня уже не столько надо. иксов, просто. Бату реально Я- $200 в месяц. Мне уже не надо. Я просто Мне проснулся уже не утром и надо. понял, что моя задача и цель в этом мире — помочь другим, стать проводником. И вот они тянут во всякую вот эту вот... Есть слеза у Вовы Лент? Ну, дорисуйте, да, слезу, пожалуйста. Ле, профессионал по спецэффектам. Короче, ребята, смотрите, скам — это классическое и не всегда классическое кидалово, упакованное в личину технологического прогресса. Вот так скажу. Вот это скам. Ребята, халявы не бывает, поверьте. Никогда человек просто вот сидел, ему прилетел миллион. Такого не бывает. Не бывает, чтобы человек сидел на печи и стал SEO компании на 200 человек. Не бывает такого, чтобы у тебя не было ни одного продукта, который реально приносит тебе деньги, а ты ездишь, покупаешь дорогие иномарки и яхты. И даже не знаешь, как они называются правильно. Вот сейчас разложили вот это вот прям от души. Вася, ну скам — это наша тема. Следующий очень интересный вопрос от нашего подписчика. Считаете ли вы, что криптовалюту люди должны изучать еще со школы, то бишь какие-то завести уроки финансовой грамотности? 100%. Да, и не только криптовалюта, а просто уроки финансовой грамотности. Ну, смотри, это отдельные уроки. Урок финансовой грамотности — это вообще, в принципе, полезная штука, особенно для стран постсоветского пространства, потому что у нас люди, категорически не понимают, как распоряжаться своими средствами, как работать в инвестиционной среде и так далее. Поэтому уроки финансовой грамотности — это было бы вообще, в принципе, очень круто. Что касается технологий блокчейн и криптовалют, соответственно,
Было бы, конечно же, очень неплохо, чтобы это преподавали, но я думаю, что это необходимо преподавать уже не в школе, а в институте. Вот, чтобы уже из институтов выпускались ребята, которые разбираются в этом вопросе. Потому что мы на сегодняшний день наблюдаем в рынке огромный кадровый голод в отрасли. Вот, и весь этот кадровый голод упирается именно в то, что на сегодняшний день нет институтов, и нет обучающих программ, которые могли бы готовить эти кадры. Соответственно, все те ребята, которые приходят, даже отучившись, да, там, на программистов и так далее, они приходят и не понимают, что происходит. И, соответственно, да, они переучиваются, доучиваются. Иногда этот процесс очень трудоемкий. На это уходит 2 или 3 месяца подготовки, причем в среде специалистов. То есть онбординг в нашей компании, в частности, происходит в среде специалистов. Докторов наук. Да, в том числе. И все равно на это уходит достаточно много времени. И поэтому было бы прикольно, если бы, да, там, в течение 5 лет ребята могли получать эти знания. В параллели могли бы в том числе работать, например, в компании WhiteBit. Вы можете найти более 170 вакансий в нашу компанию. Мы очень активно ищем специалистов, ребят-разработчиков. Вот, поэтому welcome On board. Welcome on board, да. Да, и еще я хотел добавить, что по поводу изучения криптовалют, да, в институтах, в школах, неважно, но это должно быть хотя бы, ребята, попробуйте мыслить иначе. Знаете, как в фильме, как в «Матрице», ты видишь ложку, а ее не существует, ну, условно. Допустите что-то другое. У нас в школе учат как? 2 × 2 = 4. Или вот знаменитый пример. Не, ну 2 × 2 = 4 поспоришь. Можно про Нильса Бора? Был такой нобелевский лауреат. С ним была прикольная история. Ему задали вопрос. Как измерить высоту здания, если солнце падает под определенным углом, тень вот такая-то вот. Как измерить высоту здания? Говорит, ну тут все просто. Нужно позвонить владельцу здания и спросить его высоту. Ему поставили 2. Он говорит, ответ. Как измерить высоту? Почему он неправильный? Тот говорит, ладно, пошли к другому чуваку. Этот человек стал нобелевским лауреатом, и Нильс Бор, нобелевский лауреат. Он говорит, как измерить высоту? Он говорит, ну смотрите, можно сосчитать количество ступенек, умножить высоту одной ступеньки на количество ступенек, и вы узнаете высоту здания. Говорит, а еще? А еще вы можете... Как ты так посчитаешь? Ступеньки же не до крыши. Короче, он привел 30 способов узнать высоту здания. 30 способов. И тот Нильс Бор говорит ему, вы не знаете обычной формулы умножить там угол на тень и получится высота здания? Говорит, ну, конечно, я знаю, но почему мои ответы были неправильные? Ребята, нужно всегда думать по-разному. Нет единственно правильного ответа. Допустите, что вы может быть 2 правильных ответа или 3 правильных ответа, но они могут противоречить друг другу. Ну, хорошая история, чего? Ребят, все, Глеб продолжает, опять же. Это называется... Ай все, ребята, ай все. Подписывайтесь на мой канал, вкладывайте, я расскажу, как заработать Это больше. называется профдеформация. Вчера, кстати, чисто случайно наткнулся в сторис. Ребят, за подписчиков. Вчера в сторис чисто случайно наткнулся на рекламу Аяза, что-то там Будинова. Как-то что-то Я там. думал, а я за маркетинг или а я за кирпичи. Аяз какой-то Шабадуддинов какой-то там. Ну, короче, инфобизнесмен. Вот. И у него такой пост, типа, вот рекламный, такой, типа, я уже заработал свои миллионы, хочу, чтобы теперь заработал ты. Следующий слайд, типа, мои курсы стоят всего 500 рублей. Следующий. Сука, ну вы ж туда претесь, дебилы, ну вы ж туда претесь к этому ублюдку конченому. Ребята, ну вот, например, почему, например... Ублюдку конченому не вырезайте обязательно. Я хочу, чтобы весь мир знал. И вот я уже заработал свои миллионы, хочу, чтобы теперь заработал ты. Да на тебе, подписка вот. 100 гривен. $2. 4 вот тебе 500 песо. рублей, смотри, вот тут. Вот 500, смотри, а вот тут 600. На. Вытянул на 600, да, чуть-чуть? Ну, чуть-чуть добавил ему сверху. Ребята, почему Гарвард, Слышишь, Кембридж? если я плачу ему $500, значит, я заработаю 1 000 000, а если заплачу косарь, то получается 2? Ты бог. Или там пересчет, или там сложный процент? Ты начал умнеть. Ты начал умнеть. Как это получается, если у меня есть, например, так это десятка, ты еще даже не заплатил. А если есть десятка?
Пум-пум-пум. 20 лямчиков на карманчике. То сюда именно. Ти-тырын-тын-тын. Какие криптовалюты? Так, все, я пошел к Аязу. Ребята, Гарвард, Кембридж, Оксфорд и все эти вузы там преподают. Берут по 500 рублей. Чертяки. Кинь в рублях. Ходит такой препод, заходит, ну, какой-нибудь местный Илон Маск, который построил там корпорацию миллиардную, и говорит: так, ребят, по 500 рублей положите на парты, пожалуйста, староста смотри. Не, смотри, стоят, знаешь, как по прилету в Египет стоят стойки туроператоров, да? Да. И вот так вот, представляешь, приезжаешь в Оксфорд, стоят вот так вот стойки, типа экономический факультет Оксфорда, там математический факультет Оксфорда, программисты Оксфорда, и стоит стойка Аяза. Типа, и везде по 500. Только те говорят, надо учиться 5 лет, после этого 5 лет еще. Только здесь 500 тысяч фунтов, а там 500 рублей. Не, все по 500. Просто эти, понял, как бы, ну, этот жесткий демпинг. То есть Аяз говорит, типа, а я сразу тебя делаю миллионером. Сразу, со Сразу. старта брать. Ну, понятное дело, что в очередь в экономический факультет Оксфорда людей нету. Потому что бабки одни и те же, понял, но там надо 5 лет хоботиться, потом еще идти работать. А тут сразу вот тебе Аязик подскакивает просто. Я тебе говорю, если бы такая существовала, такая, значит, вот такие эти стойки, ну, на стойке в экономический Оксфорда за 500 рублей, Слушай, сука, давай знаешь, что сделаем? Давай слетаем. стояло бы 0 людей. Я тебе отвечаю, давай слетаем в какой-то из университетов, где мы будем в какой-то стране, поставим столик на входе, поставим табличку. Оксфорд людей, 5 лет не нужно. Сделать тебя миллионером за 100 фунтов. Сука. Не, так, а вы же знаете, что самые ушлые из этих инфобизнесменов, они же получили всякие корочки, там, MBA и всякая вот эта вот хуйня. Они же ими ходят, козыряют просто вот так вот направо и налево. Там же поссать негде сесть просто, все из MBA просто, понимаете, все закончили. А еще, знаете, есть такая история, ну, может, она не в тему, но ты знаешь историю. А получается, ты... Хорошая история, да? Да, хорошая, классная. Мы, кажется, переходим в выпуск чуть-чуть, да, в наш? Можно быстренько там? Да, ты умеешь. Человек говорит, я напечатал статью в Нью-Йорк Таймс там, в 90-х годах. Я за $1 расскажу, как стать миллионером. Просто вот самый простой способ. И указал расчетный счет, ну или там чековую книжку, я не знаю, что там было в 90-х годах, суть истории в другом. Ему за 2 месяца, он каждый день публиковал вот эту новость, большую, все. И через 2 месяца, или через месяц, как и обещал, он пишет, говорит, за это время мне прислали $1 176 583 $. Я не знаю более простого способа стать миллионером. Ребята... Бесплатно. Бесплатно. За подписку, лайк и колокольчик. Вот. Почему вы не даете прогнозов и торговых рекомендаций? Боитесь, что они окажутся ложными? Да. Потому что когда ты заработаешь, наш любимый подписчик, ты побежишь, продашь квартиру, сука, и просрешь все. А ты просрешь все в любом случае. Не по этой причине. Ладно. Не по этой причине. Смотри. Я, например, не даю, потому что я не знаю. Смотрите, он сейчас скажет. Торговая рекомендация вообще, в принципе, по сути своей, дело неблагодарное, потому что торговая рекомендация и, в принципе, торговля – это торговля вероятностью. Чем качественнее и обоснованнее твой анализ и инструменты, которые ты используешь, и, возможно, инсайды, которые у тебя есть, те или иные, тем, соответственно, вероятность того, что ты заработаешь, выше. Плюс, понятное дело, money management ты соблюдаешь и так далее, у тебя там, значит, все аккуратно, стратегически выверено. Соответственно, вот эти все вещи дают тебе возможность заработать в 80% случаев из 100. Но возможность. Возможность, конечно. Потому что мы торгуем вероятность. Потому что всегда есть возможность, да, что там, точнее, шанс, да, на то, что пойдет вверх. Даже если там, да, там мы представляем себе ситуацию о том, что там в каком-то активе сидит крупная рыба, у него большие финансы и так далее, но всегда существует рыба больше. И у него, соответственно, у этой рыбы поменьше, и у этого кита поменьше. Может не быть определенной информации о том, что, например, там завтра начнутся какие-то военные действия в каком-то регионе, например. И это приведет к обвалу котировок, да, там, того или иного актива или тех или иных бумаг. Вот.
Вот, и он, соответственно, сможет потерять. Недавно была такая интересная история. Конечно же, мы понимаем-то уже по прошествии времени, что это сделали не ребята из Reddit, да, которые набежали толпой и, значит, крупных игроков... А это была спланированная акция. Ну, это была спланированная акция, только это сделали серьезные ребята с серьезными деньгами, упаковав это все под то, что, Красиво. типа, это хомяки с Reddit набежали просто и лупанули, Красиво. значит, их позиции. Красиво. Красиво Я очень. это не знал, кстати. Да, так вот, торговля это работа с вероятностями. Для того, чтобы с этими вероятностями работать, независимо, да, там, от того, какой твой прогноз и так далее, нужно находиться в рынке. Для того, чтобы находиться в рынке, нужно над этим конкретно работать. Вот эта вот сраная реклама Binance, типа дизайнер днем, трейдер ночью, это для лохов максимально. Объясняю почему. Потому что ты днем дизайнер, ты и ночью дизайнер, только который то, что заработал днем. Вот так это работает, понимаешь? Друзья, это те же самые букмекерские конторы, казино. Трейдер – это работа. Да. И, соответственно, если, допустим, вот я трейдер, да, я торгую 4 года. Я трейдер, у меня есть определенная система, у меня есть определенные планы, да, там, на будущее движение цены и так далее. Рынок – это живое существо, он может меняться. Мы можем не дойти до этого, до этого тейка, не дойти до этой цифры, развернуться где-то раньше. Только я это жду в 3 часа ночи сижу. И я готов эту ситуацию принять, и закрыться не там, а там. А ты не готов. И, соответственно, я не буду тебе писать в 3 часа ночи: ребята, срочно выходим из позиции. Потому что, я тебе дал рекомендацию о том, что по 58 продаж, допустим. Ты по 58 не продал, например, а потом ты мне позвонил и сказал: такая хуйня, сейчас 35, а по 58 я не продал. Вот, То есть, поэтому мы не даем торговых рекомендаций, потому что это все... Это работа. Это инструмент работы. Вот, и, соответственно, дать рекомендацию, крайне проблематично. Понятное дело, что я могу где-то там в частных беседах сказать, что я планирую вот это, или я планирую, что пойдет вот так. Вот. Но когда я это говорю, у меня тылы прикрыты. Я готов так или иначе несколько разных позиций, да, диверсифицированы риски, есть хедж какой-то, да, у меня под эту позицию. Вот. У вас этого всего нет. Вы просто берете, запрыгиваете на всю котлету и ждете чуда. Подкрепление и так далее. Поэтому в основной своей массе, не в основной своей массе, а 99,9% реальных трейдеров, которые реально торгуют в рынке, которые успешно торгуют, а таких на самом деле очень мало. Соответственно, эти ребята не дают торговых рекомендаций и не будут вас вести куда-то, да, и не будут работать с вашими депозитами. Да, они никогда даже не скажут, что они трейдеры, вот в чем прикол. Да, поэтому я, например, успешно торгую уже несколько лет, но я не открываю какого-то фонда или заплати мне $30 доверительного управления или какую-то рекламу на этот счет. Вот, поэтому работаю сугубо со своими ресурсами, с ресурсами близких людей, но не больше. И не популяризирую эту историю. Вот, поэтому, ребята, вот это вот все баловство, которое вы видите в чатиках, типа VIP-подписка за $300 и будет тебе счастье, это 5 успешных сделок, 15 неуспешных. Просто вам в чатах показывают только успешные, а по факту за этими сделками стоит полный мрак и просаженные депозиты. Поэтому будьте внимательны, не давайте свои деньги этим непроверенным ребятам, которых вы никогда в жизни даже не видели. Даже если их видели. Правда, Юра? Промычал что-то там. Последний вопрос по традиции о вашей жизни. Почему вы выбрали нишу криптовалют для дела жизни? Что стало отправной точкой? А мы уже поднимали вопрос скам? Слушай, но лично у меня так получилось, что я с первого опыта вообще, в принципе, в бизнесе, а первой моей компанией была дистрибуционная компания, мечтал о том, чтобы войти в какой-то технологичный сектор и заниматься чем-то прогрессивным. Вот. Но у меня не было понимания, чем конкретно, потому что все то, что я наблюдал, рост всевозможных интернет-компаний и так далее, меня, честно говоря, не возбуждал. Вот. И вот когда я в 2016 году услышал о криптовалютах, меня это очень заинтересовало, и я начал изучать этот вопрос. Часто пишут и говорят о том, что что почитать, где почитать и так далее. Вот есть много разной литературы на тему того, как построить, например, бухгалтерию в компании. Вот. Но если ты, не будучи человеком, который разбирается в
терминологии, в специфике, в инструментах, которые там используются, просто пойдешь и прочтешь книжку о том, как создать, допустим, отдел логистики или отдел бухгалтерии, или как открыть ресторан, то ты по-любому просрешь все. Потому что нужно изучать корень вопроса. Нужно изучать инструментарий официанта, да, там, изучить Библию бармена, пойти поработать там хотя бы месяц или два в этом самом ресторане, понять, где выносят, где заносят, где недоработают, на что реально в реальном времени, в реальной жизни жалуются клиенты и так далее. Поехать с закупщиком на закупку. Не уходи от ответа. Вот, и Соответственно, вот точно так же там в той же бухгалтерии, да, нужно разобраться в том, как работает бухгалтер, какие инструменты он использует, как работает, да, там 1С, под какими кодами и так далее сдается декларация, как там те или иные вещи заполняются. Потому что ты в какой-то момент, начитавшись книги о бухгалтерии там, или о построении предприятия, придешь, посадишь бухгалтера, она тебя будет шлепать вот так вот все время, а ты не в зуб ногой, потому что ты как бы все сделал как по книжке. Вот Шлепает там зад. Вот бухгалтер на первичку, вот бухгалтер на управленку, вот два помощника, вот пошли там все дела, значит, и ты в это время как бы... Потому что не в зуб ногой. Соответственно, точно так же и в криптовалютах, и в блокчейне. По крупицам я сидел, изучал каждое слово, да, то есть все, что мне было непонятно по тексту. Начиная там, бляха, с Википедии. Садишься и читаешь, в Википедии написано биткоин, тролливали, погнали там хэш, все, и погнали непонятные слова. И вот каждое словечко берешь, разбираешь для того, чтобы понять самому процесс устройства. А потом, понятное дело, ты уже пойдешь и прочитаешь там, да, там какую-то историю про биткоин от какого-то там якобы специалиста и так далее. Вот, но ты уже будешь осознанно понимать, отделять зерна от плевел, потому что ты разобрался в корне. Все нужно разбирать по словечку, ребята. Только так вы сможете изучить процесс, по-другому никак. Вот, и, собственно говоря, поэтому, да, я выбрал эту историю, потому что она мне взорвала мозг. Я начал ее изучать самостоятельно, потом начал изучать рынок, в котором, собственно, мы находимся. Вот. Первое, что мне стало понятно, да, это криптовалютные биржи, площадки, на которых осуществляются торги. Я как человек, как предприниматель увидел как бы, да, там какие-то за и против в этом рынке, черное, белое, плюсы, минусы, и, соответственно, возникла идея о построении биржи. И выбрал белое. Да, и выбрал белое, как вы поняли, WhiteBit. А у меня история такая. Искал я, значит, деньги на проведение турнира по баскетболу. И кто-то один, Ваня, кстати, Крыленко, говорит, так там одни криптовалюта, что-то там это. Я говорю, криптовалюта, это что-то, это молодое, это модно, они точно дадут денег, дай контакт. Я написал чуваку, он говорит, ну, мы там занимаемся, тра-ля-ля. Говорит, вот есть биткоин, блокчейн, что... Давай созвонимся. И мы созвонились. И он мне просто начал рассказывать, что есть какая-то децентрализированная сеть, биткоин, кто-то его придумал, как-то можно выращивать деньги, их добывать. То есть у меня просто взорвал мозг. И, кстати, я сделал точно так же, как Вова. Я поговорил с этим человеком. Потом я пропал где-то на месяц, потому что я тупо читал, он мне просто набросал, говорит, посмотри, вот это, вот это, вот это. Я начал клацать вот так вот. Ссылка, там видео какое-то. Читал, что блокчейн, я пока мне понадобилось 2 месяца, я не знаю, там, чтобы вообще понять, что происходит, что это такое. Когда я понял, что это круто, я начал этим заниматься. Но самое смешное, что в первый проект, в который я попал, это был скамовый проект. И более того, он соскамился не из управленцев, а из одного из людей, который просто нашел дырку в этом проекте и просто всех, бабах, он мог зарабатывать стабильно там большие бабки. Проект развивался, имел 2 миллиона реальных пользователей, все было круто, все было классно. Но в какой-то момент он всех взял, влупил, и проект похоронился, причем похоронился... Ты сейчас не на статью наговорил, я надеюсь? Не, ну... Это было вообще, ну, давно-давно. сейчас будет... Но я уже понимал, что происходит, и, естественно, я от этого отошел, я продолжил свой путь, и потом... Меня судьба свела с Владимиром. Вот, и получился WhiteBit. Ребята, in vino verite, но scientia potentia est.
Ну что же, Мы уже на это самолет. был наш уже традиционный выпуск «Вопросики, ответики, пистолетики». Слушай, самолет, братан. Ну, у нас уже самолет в следующую страну, собственно говоря. В Рим И уже что летим. хочется сказать. Вы просили серьезный выпуск без алкоголя, вот, пожалуйста, получайте. Хотелось бы, соответственно, с вас попросить ответочку в виде лайков, подписок и колокольчиков, ребята. Понятное дело, что многим наше шоу не заходит, понятное дело, что у нас есть хейтеры и так далее и тому подобное, но, друзья мои, вы должны знать, что мы очень сильно стараемся, пилим этот контент напропалую до ночи, после работы, и хотелось бы, конечно, чтобы вы нас поддержали своими лайками и колокольчиками, потому что больше мы вам ничего не тулим. Вот как придумаем какое-нибудь ICO, так обязательно, конечно же, вам напарим с целью того, чтобы отбить все бабки, которые мы засандалили в эту сраную передачу. Все, всех целую, обнимаю, пока. Смотри, комбинация охуенная. Комбинацион. Смотри, мы все выпуски уже дохренища времени ничего не продаем, не парим, не рекомендуем и так далее и тому подобное. Соответственно, понял, усыпляем бдительность чуть. И все, красиво.